Итак, господа, проект квадроцикл, двигаемся дальше. В этой серии тюнинг квадроцикла. Для тех, кто не в курсе, напомню, я купил квадроцикл BRP Can-Am Outlander на платформе G1 с 800-м двигателем по низу рынка. Все, состояние отличное. Оформляем документы и забираем. Далее мы отдали этот квадроцикл на ТО официальному дилеру, где поменяли все, что вызывало сомнения. 43 920 рублей. 43 тысячи только на работы плюс запчасти. После этого я 2 дня катался на стандартном квадроцикле в сложных местах, чтобы понять возможности этого квадрика. И вот сейчас мы подходим к следующему этапу – тюнингу. Сделаем из этого квадроцикла настоящего внедорожного монстра. Погнали! Радиатор нормального квадроциклиста. В общем, господа, тюнинг в процессе, и выяснилось, что радиатор клееный. Это нельзя было посмотреть на ТО у дилера, потому что все защитой было закрыто. И сейчас, вот когда уже сняли, выяснилось, что не хватает охлаждающей жидкости, сильно не хватает. Из там 3 литров было, ну дай бог, 1,5, и то 1, наверное, даже. И радиатор под замену. Меняем радиатор. И еще сейчас разобрали лебедку. В лебедке тоже все было закисшо. Поменяли щетки, да, Егор? Щетки поменяли, все почистили. Сейчас собираем лебедку и меняем трос на синтетический. Правильно, да. Мотивару. Они будут... Лебедка уже стоит, перебранная с синтетическим тросом, и я нашел радиатор. 4000 рублей в Пензе. Заказываем и ждем приход. А пока радиатор идет, мы наклеим наклейки. Что хотел сказать, я много посмотрел квадроциклов, когда выбирал этот квадроцикл, и некоторые квадроциклы были покрашены раптором. Такая краска специальная. В общем, это вариант абсолютно не мой, потому что раптор потом не снимешь. Хороший вариант — это когда наклеена графика. Во-первых, наклейки защищают пластик квадроцикла от пыли, от грязи, от веток, от царапаний. И второе, наклейки можно снять, и пластик будет как новый. А
краску Raptor или Line X, там она по-разному называется, ее не снимешь просто так с пластика. То есть там, по сути дела, только менять пластик. Поэтому выбор хорошей наклейки. Наклейки я покупал в компании SolarTech. Ссылочка будет в описании. И только для моих подписчиков будет там же промокод. Переходите, смотрите, заказывайте и получайте скидку. Наклейки наклеить очень просто. Сейчас я вам это покажу. Значит, в комплекте с наклейками идет инструкция, как клеить. Здесь расписано примерно, сколько ждать, каким раствором клеить, как там воду разводить. И идет схема расположения, собственно, всех элементов. Я для удобства повесил их на стену. Можно разложить просто на полу, чтобы... Смотрим, берем там пластик какой-нибудь, взяли в руки, посмотрели, так, это вот этот элемент, и начинаем сверяться со схемой, искать. Чик-чик нашли, сняли его с подложки, аккуратненько наклеили, прогрели феном. Все очень легко и просто. В общем, давайте клеить. В общем, друзья, самое трудоемкое это снимать старые наклейки вот эти. Потому что, во-первых, они уже старые, они ломаются и клей весь остается. Потом клей очень сложно снять, оттереть его. Он плохо растворяется, специальным растворителем надо. Вот эти габаритики, они, в принципе, снимаются хорошо. Правда, здесь тоже остается клей. Чтобы наклейки лучше отходили, их нужно прогреть феном. Прогрели и аккуратненько их отлепляете. Оп. И в основном клей остается на наклейке, а не на пластике, потому что клей потом очень тяжело смывать с пластика. Но надо хорошо прогреть наклейку. Outlander Max XT. Это самое трудоемкое. Клеить, потом выбирай, да клей. У нас уже морда заклеена. Получается задние крылья и вот боковинки и перед. Помылся, ребята, тут полный бардачок воды. Так, подожди, надо вот это вот куда-нибудь. Это набор инструментов. Made in Taiwan. Жесть какая. Слушай, для настройки амортов есть. Ну он уже все, ему гляди, он рассыпался. В общем, квадрик даже комплектный. Правда, тут уже ему капец. А, кстати, некоторые ключи, которые... Вот, смотри. Ключ, он не ржавый. Это хромованадий. Хромом покрытый. А нет, он все, он отсыпается. Короче, нет. Ребята, такое нельзя оставлять, поэтому выбрасываем. Ну да, будешь рассчитывать на несколько минут, что он у тебя есть. После того, как сняли все старые наклейки, нужно обезжирить хорошим обезжиривателем. У нас обезжириватель No Name, но можно использовать любой, который хорошо растворяет жиры. Аккуратненько
все им обрабатываете. После этого нам нужно взять воду, разбавленную с шампунем. Это, кстати, есть в инструкции. И аккуратненько все обрабатываем водой. Все хорошенечко поливайте водой, чтобы можно было наклейку взять, приложить сюда, скорректировать и уже потом приклеить ее. Взяли наклеечку. Аккуратненько сюда ее приложили. И вот на этой воде с шампунем можно ее двигать, правильно позиционировать. Все, далее берем ракель и выгоняем воду из-под наклейки, разглаживаем ее. Все, эта часть наклейки наклеена. Если вода останется под наклейкой, ничего страшного, она потом оттуда испарится. Нужно дать 24 часа после наклейки, чтобы клеевой слой хорошо приклеился. И таким образом вот все обклеиваете. Итак, господа, наклейки наклеены. Видео это, конечно, очень быстро, но на самом деле занимает продолжительное время. Один день мы его разбирали, все чистили, мыли, перебирали лебедку. Один день клеили наклейки. Это не так просто, как я в видео говорил, конечно, занимает время, но если все подготовить, делать не спеша, все получается хорошо. Теперь, что дальше? Пришел радиатор, который я заказал из Пензы. Нашел, вернее, на Авито в Пензе. Радиатор БУ, естественно. 4000 он стоял на Авито. Когда я поговорил с человеком, оказалось, что это замечательный человек. Он сделал мне скидку 500 рублей. То есть мне с доставкой он вышел в 4000 ровно. Вот. Радиатор Made in Canada написано. В общем, он БУ, но он целый. Сотые здесь немножко подзамятые, но герметичность не нарушена. Поэтому сейчас поставим его взамен штатного. И еще у меня есть вынос теперь. Вынос черный с красной решеткой под красные элементы на графике. И кроме этого... Диски, сделали диски. А это отдельная тема, они такие клевые. Их сейчас уже забрали из покраски. Просто бомба, давайте посмотрим. Только буквально несколько дней назад забрали из покраски. Такой цвет. Сейчас распаковка. Смотрим. Ребята, это был обычный диск. Алюминиевый, без бедлока.
Top X Tuning мне сделали бэдлоки, вырезали их, приварили аккуратненько. Посмотрите, какой вот такой вот замечательный шовчик, аккуратненько все. Потом эти диски были отданы в покраску. И еще не все. Вот ответная часть. Ответная часть от диска. Посмотрите, какая красота. Оп! Такой вот классный дизайн. Кто не знает, расскажу, что такое бэдлоки, для чего они нужны. На обычном диске, когда ставится покрышка, шина, когда мы накачиваем шину, шина упирается вот в эти вот бортики и, соответственно, фиксируется на диске. Для того, чтобы ехать в сложных местах, в болоте, где-то по грязи, нам нужно уменьшать давление в шине. Когда мы уменьшаем давление в шине, то шина может неплотно прилегать к ободу и прокручиваться. Соответственно, может разбаркироваться. В этом случае спасают диски с бэдлоками. Шина упирается не сюда в борт, а уже ложится вот сюда и прикручивается таким вот кольцом, зажимается жестко. И по сути дела, с такими дисками, с бэдлоками можно ехать даже на спущенной шине какое-то время. Кроме того, что можно ездить на спущенной шине, можно ездить на сверхнизком давлении всегда. То есть вы, грубо говоря, там перед болотом спускаете, травитесь, сколько там, до 0,3, да? До 0,2. Травитесь, у вас шина расплющивается, получается большее пятно контакта с грунтом, и вы спокойно едете. Хорошее сцепление с грунтом, грунт не прорезается, квадрик идет по верху. Все, выехали куда-то на дорожку, можете дальше продолжать движение, можете подкачать. В общем, незаменимая штука, естественно, я ее ставлю. Это комфорт, это проходимость, это все остальное. И вид. Как вам такое? Ладно, все, собираем. Господа, в общем, устанавливаем вынос, и выяснилось, что мы имеем дело с колхозом, с конкретным колхозом. Стоит доп-помпа электрическая, которая помогает основной помпе качать охлаждающую жидкость. Вот, вынос уже практически стоит. Сейчас думаем, оставлять этот колхоз или снимать, потому как это ошибочно было ее ставить. Изначально квадрик греется не из-за того, что не хватает циркуляции охлаждающей жидкости, а из-за того, что радиатор в штатном месте забивается очень быстро. Еще сам по себе радиатор маленький, и мелкие соты, они очень быстро забиваются. И правильным решением будет ставить вынос. Выносить его вверх, чтобы он меньше забивался, чтобы он лучше обдувался, а не ставить доп-помпу. Но так как она уже здесь стоит, я думаю, будем оставлять, да? Можно оставить, почему нет? Чтобы дополнительно еще и усиливала она циркуляцию охлаждающей жидкости. В общем, сейчас еще подумаем 10 раз и примем стратегически верное решение. Господа, собран уже, буквально там нюанс, еще я неправильно подножку прикрутил, надо перекрутить. В общем, 3 дня сборов с утра до вечера, и сейчас развальчик еще нужно немножко подрегулировать. В Питере 33 градуса жары, несмотря на то, что сейчас уже 9 час, около 9, по-моему. Белые ночи, жара.
И мы едем с Егором тестировать квадрик. И заодно искупаемся. Да. И затестим. Может, даже в воду заедем. Погнали! Вода чуть-чуть похолоднее, чем воздух. Да ты чё? Отлично, значит, покупаемся. Ехали сейчас, вентилятор не выключался всю дорогу. Заехали в... Это я чё, такой грязный? В общем, в такую жару тяжело квадрику, прям реально. В воду заезжаешь, все нормально. Пойдем искупаемся. О, отлично! Кайф, кайф. После такого жаркого дня. Жаркого дня в сервисе. Да. Мне кажется, вода сейчас делает так. И квадрики стоят. Вот для чего они нужны, да? Ага. Реально. Причем время сейчас уже сколько? Часов 9-10, наверное. Все, мы искупались, освежились после такого трудового дня. Квадрик протестирован, и давайте сейчас подведем итог тюнингу этого квадроцикла. Егор, давай расскажи, что мы здесь сделали. И вообще, я так понимаю, это джентльменский набор. На прямом эфире мы с тобой обсуждали. Это то, что нужно делать с квадриком в первую очередь. Давай, расскажи, что мы сделали. Ну, значит, установили бэдлок. Все 4 колеса обрели некую защиту от разбортировки. Установили шнуркеля заводские. То есть мы под приборную панель повыше выдвинули воздухозаборники вариатора и воздухана. И установили вынос радиатора. Еще там поставим свет. Алексей изъявил желание. Да-да-да, чтобы ночью можно было ехать. Что дают бэдлоки? То есть мы можем ехать на сверхнизком давлении, практически на пустых колесах. Да. Это дает большую проходимость по болоту, по сложным участкам. Это дает возможность, если где-то мы прокололи колесо, да, выехать спокойно, там и его доехать починить. Допустим, нет возможности починить, ты спокойно доедешь, не разбортируешься, колесо не снимешь с диска. Шнуркеля дают возможность заезжать практически по руль, да. То есть под приборной панелью у нас все. Я сейчас заезжал, ну вот если бы в прошлый раз я так заехал по сиденье, я бы там остался. Потому что у меня вариатор, как раз там воздухозаборники. Сейчас все под приборной панелью, я спокойно заехал, выехал, все замечательно. Вынос радиатора. Вынос — это определенная, так скажем, хитрость от того, чтобы не греться. Чтобы ехать всегда в режиме, чтобы не останавливаться, не остужать, чтобы не перегреть его опять же. Ну и ты его видишь, то есть у нас съемная панель на выносе радиатора, то есть мы единственные, кто это делает. Соответственно, ты эту панель снимаешь, там 4 болтика, никаких там ключей не нужно, один ключ. Снимаешь эти 4 болтика, снимается панель, промывается все на мойке. Ты визуально можешь оценить, насколько он загрязнен. То есть, когда он стоит в штатном месте, тебе кажется, что ты его помыл, но вот как показала практика, мы его сняли, мы его еще час. Мы этот радиатор, кстати, это я купил радиатор и вымывали, сколько там, часа 2, наверное, парни его отмачивали, оттуда все выходило, то есть там столько грязи было. Сейчас это можно все, во-первых, посмотреть, вымыть сразу же, пока прокатился, на мойке открыл, промыл, закрутил. Да, колеса еще забыли, кроме бэдлоков. У нас же сейчас
как он, болотный дьявол стоит. 28 колеса. Но тут на марку можно не ориентироваться. В принципе, вообще любые 28 колеса ставишь. Ну да, и квадрик едет значительно лучше. То есть это самое основное для повышения проходимости. Ну и плавучесть появляется. У BRP, конечно, есть нюансы с весом. Может, на 30-х он поплывет. Но 28-е все равно положительная плавучесть есть. То есть еще мы этот кранец засунем, да, если лишнего с собой не возить, он даже будет. Но он, я думаю, вот в таком виде и будет. То есть кофр зачем? Здесь вот есть бардачок. Штатный багажник офигительный, да, вместимый. Небольшой, все. Вот. Но про плавучесть я протестирую уже в следующей серии. Сейчас мы уже не будем. Сейчас, в принципе, мы основной момент, что собрали, все работает, все крутится. Передние колеса не задевают за шаровые наконечники, за рулевые наконечники. Такая есть проблема, когда ставите 28 колеса, нужно ставить расширители. Вот. У нас стоят расширители, все отлично, поэтому ничего не задевает. В принципе, все. Спасибо огромное. Обращайтесь. Top-X Tuning, ребята, реально лучшая, наверное, компания в Петербурге здесь. А Петербург — это столица квадродвижения. Ну да. Так что всех ждем, приезжайте, все сделаем, всех оттюнингуем. Ссылочки в описании, телефон будет в описании. Кому нужно по квадроциклу, любые движения, все к Егору. Все работает отлично. Итак, подбиваем бюджет. Куплен данный квадрик за 490 тысяч рублей по низу рынка. Ниже были только убитые 400-ки. 70 тысяч рублей ушло на приведение квадрика в отличное техническое состояние. Это было сделано у официального дилера BRP центра Pride. Итого 560 тысяч рублей мне встал стандартный квадроцикл. Бюджет тюнинга. Колеса, шины 33 тысячи рублей. Бэдлоки, изготовление, установка бэдлоков 33 тысячи рублей. 8 тысяч покраска дисков. И плюс 2000 собрать колеса и установить их на квадрик. Далее идем. Вынос. Вынос стоит 18 тысяч рублей. Плюс 7 тысяч установка с переносом самого радиатора, патрубков под ключ. Значит, синтетика, трос 2500 рублей и клюз 1500 рублей. И установка всего этого 1000 рублей стоит. Переходим дальше. Чтобы заезжать вброд по руль, я установил комплект шнуркелей, оригинальных шнуркелей с XMR. Комплект стоит обычно 29 тысяч рублей, но я нашел у своего подписчика за 20 тысяч рублей. Он мне обошелся в 20 тысяч рублей. Плюс 5 тысяч рублей установка этого комплекта сюда. Наклейки 15700 плюс 7000 наклеить их. И еще свет 7000 рублей. Итого полностью тюнинг под ключ обошелся в 161 тысячу рублей. Плюс все остальные расходы, которые были до этого, итоговая цена квадрика составляет 725 тысяч рублей. В общем, к 490 тысячам изначальной цены квадрика мы прибавили еще 235 тысяч, чтобы получить вот такого внедорожного монстра. А теперь давайте подумаем, целесообразно ли это и что за данную сумму можем найти на рынке на данный момент. Из новых квадроциклов локальных производителей в данную сумму можно купить только 600-ки. Во-первых, это будет 600-ка, во-вторых, она будет абсолютно стоковая. То есть там нужно будет также докупать резину, ставить вынос и все остальное. 800-ки подготовленные, они уже будут стоить за 800, ближе к 900 тысячам. На вторичном рынке можно в эту сумму найти, допустим, тот же Outlander, но уже на платформе G2. Но состояние у него будет, скажем, так себе. Плюс мы знаем, что проблемы с документами у многих.
И опять же, он будет в стандартном состоянии. Если квадрик в тюнинге уже, то, как правило, они уезжены до такой степени, что вкладывать туда придется гораздо больше. Итого, за 725 тысяч рублей мы имеем легендарный BRP Can-Am Outlander 800 на платформе G1 в тюнинге, который позволит ехать по сложным местам на уровне современных квадроциклов, которые стоят, ну, как минимум в 2 раза дороже, а в тюнинге там может быть и 3. В общем, ребята, на данном этапе мы останавливаемся, тюнинг закончен. В следующей серии будет выезд уже в боевых условиях, попробуем проехать там же, где я ездил на стоке, и сравним, как он едет. Ну, езжу, понятно, что сейчас он едет лучше, но насколько лучше, насколько оправдан весь этот тюнинг. Ну и выявим все слабые места. Это будет в следующей серии. Также в следующей серии будут условия, по которым этот квадроцикл достанется кому-то из моих подписчиков. Так что ставьте палец вверх, подписывайтесь, а я прощаюсь с вами. Увидимся, когда увидимся. В общем, всем пока. Который даст скидку при заказе наклеек. Так что еще один дубль. Ее положить сюда или покласть? Для того, чтобы ехать хорошо в сложных местах, в грязи. Так, подожди, сейчас я это в уме не могу считать. Кони, ребят, кони. Не только квадрики здесь, но и кони. Жесткие нарушители, без шлема, безо всего. О, у меня бензин кончается. Ну, этого хватит, погнали вместе.